Когда совсем молодая душа приходит в первый раз в воплощение, она еще светлая, без затемнений, но она неопытная. Начинает набираться опыта, начинает набираться блоков и затемнений в ауре. То есть на физике это будет проявляться как негативные эмоции, поступки и так далее. И тут очень важно видеть эту светлую сторону. Увидеть свет в другом– это глубокая мудрость, на которой, собственно, и держится все саморазвитие. Увидеть свет в другом человеке. Пока ты видишь плохое вокруг себя, ты в себе этот свет не активируешь. Когда ты замечаешь плохое в других, это как бы активирует и в тебе негативные качества. Так как ты начинаешь этих людей не принимать, не любить, может даже как-то ненавидеть. А вот если ты видишь других только светлую сторону, даже в самых плохих душах, то ты активируешь и в своей душе этот свет. И это связывает тебя с Богом. Как ниточку протягивает туда наверх. Это так работает на энергетике. Это вот и есть весь принцип саморазвития. Это очень просто. Где фокус твоего внимания? На плохом или на хорошем? Видеть во всех хорошее– это путь наверх. Вот это и отличает уровень ангела от уровня демона, скажем. На нашем земном уровне у нас у всех есть темная сторона и светлая. Такой коктейль у каждого тут на земле. И можно видеть друг в друге эту темную составляющую, а можно видеть только светлую составляющую. Вот в этом все дело, научиться видеть свет. И тогда ты активируешь и в себе этот свет. То есть на что ты смотришь, то ты к себе и притягиваешь. Замечая свет вокруг, ты сонастраиваешься с ним. Такая же энергия идет и к тебе. Ты просветляешься. А видишь во всем только темную сторону, значит и сам идешь туда вниз. Чем ты сонастроен, то и притягиваешь в свою жизнь. Проблемы и неприятности начнешь тянуть, когда ты сонастроен с ними. А видишь светлую сторону, начинаешь тянуть хорошие события. На энергетике это все просто, как дважды два четыре. И вот это желание кого-то пообсуждать, как многие любят, указать кому-то на недостатки, или внутренне осуждать кого-то за недостатки, или неадекватное поведение. Вот это все сонастройка с негативом. Так что замечай хорошее в каждом. Но если человек, скажем, совсем какой-то там рецидивист с 3 судимостями, и тебе трудно найти в нем что-то хорошее, тогда просто не смотри в ту сторону. Перенеси все свое внимание на что-то другое. Если ты не можешь увидеть хорошее в каком-то человеке, то просто переключай свое внимание на хорошее вокруг тебя, например, на природу. Если ты пока в людях не научился видеть светлые стороны, то просто переключай свое внимание на то, что тебе нравится. Но со временем надо учиться видеть хорошее везде. Везде и во всем. В религиях говорят видеть божественное. А простым языком просто хорошее видеть вокруг. Везде и во всем. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free.